Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный мир, и сегодня мы с вами разберем 5 ошибок компании HTC, которые привели ее к полнейшему провалу и к потере всех абсолютно долей на рынке смартфонов и планшетов. В свое время компания HTC имела очень серьезную репутацию, у нее была своя целевая аудитория, были качественные смартфоны из-за великолепных материалов, была замечательная оболочка HTC Sense, которая очень сильно отличалась от классического Android в лучшую сторону. Компанию очень много любили, и у компании были не просто пользователи, а настоящие адепты и поклонники, которые не воспринимали никакие другие марки смартфонов. Что же такое произошло и за какой срок, что на сегодняшний день компания HTC не выпускает собственные флагманы, смартфоны данной компании не представлены ни в одном из крупных магазинов электроники, а все, что делает HTC, это низкобюджетные смартфоны на неизвестных никому процессорах. На это есть 5 причин, и первая причина — это несуразный HTC One X. 2012 год был достаточно революционным для мира смартфонов, потому что в этом году компания Samsung выпустила свой Galaxy S3, который стал безукоризненным лидером в сфере Android смартфонов, и тогда же вышел iPhone 5, который всех поразил своей камерой и толщиной. И именно в этом году общественность признала Android как конкурентоспособную операционную систему, потому что до этого, конечно, были Android устройства, но пользовались ими в основном техногики, которым нужно было что-то, невероятно новое. А пользователи Apple так немножко поглядывали на Android устройства с небольшим интересом, но, знаете, так издалека, мол, вы, конечно, пользуетесь, если вам нравится, вы хотите, а мы будем пользоваться, чем-то более понятным, простым и привычным. И вот 2012 год абсолютно полностью меняет правила игры. Android становится конкурентоспособной операционной системой и принимается обычным сообществом. Обычные люди начинают смотреть на Android как на операционную систему, которой можно ежедневно пользоваться и получать от нее удовольствие. И именно в этом году выходит HTC One X, который должен был стать продолжением замечательного HTC Sensation, но замечательным продолжением он не стал. И получается, что данный смартфон не смог удержать существующую аудиторию и не смог привлечь новую. Почему? Во-первых, HTC в этом смартфоне отказались от металлического корпуса, который всегда был фирменной фишкой HTC, и это был премиальный материал, который любили поклонники. Плюс ко всему, HTC отказалась от дизайна, который был так привычен для всех людей, которые любили HTC, и сделали обычный обмылок. Ну и третий момент, наверное, самый печальный. HTC решили, что это игровой смартфон, и поставили туда процессор от компании NVIDIA Tegra 3, который, в отличие от предыдущих Snapdragon, был ужасно не оптимизирован, хотя и более производительным в играх. Но вы представьте на секунду какого-нибудь топ-менеджера или предпринимателя, который покупает себе дорогой флагманский смартфон, и он у него садится буквально за 4 часа. Это была огромная проблема, процессор уничтожал батарейку буквально за считанные часы. Такая вот случилась оплошность у компании HTC в самый важный год, когда Android смартфоны закрепились на рынке, и HTC показала свое худшее решение, которое когда-либо показывала. Следующая ошибка — это камера в HTC One 2013 года. 2013 год, и компания HTC все еще на плаву, у них все еще есть поклонники, фанаты, которые ждут смартфонов от данной компании. И маркетологи HTC понимают, что в предыдущем году они допустили огромную массу ошибок и решают их исправить. Однако исправляют их далеко не все и далеко не так, как надо. Они возвращают металлический корпус в HTC One. Это замечательно. Они обновляют свою оболочку HTC Sense, который становится еще лучше, еще оптимизированнее, еще плавнее. И это плюс. Они возвращают процессоры Qualcomm, что является хорошей новостью после сжирающей батареи NVIDIA Tegra 3. Они дают стереодинамики, что на тот момент также является огромным преимуществом среди всех остальных смартфонов. И по сути своей они сделали все замечательно в этом смартфоне, он мог стать королем 2013 года, если бы не камера. Дело в том, что в 2013 году появляется iPhone 5s со вспышкой True Tone, с маркетинговой политикой Apple в сторону камер, и появляется Galaxy S4, и смартфон становится самым главным инструментом для того, чтобы люди делали фотографии.
фотографии. Мыльницы уходят в прошлое. Премиальные беззеркальные фотоаппараты покупают только те, кто действительно занимается профессионально фотографией. Обычные люди все начинают фотографировать исключительно на смартфоны. И в HTC One 2013 года HTC ставит 4-мегапиксельную камеру. Безусловно, эта камера была максимально светосильной и показывала лучшие на рынке результаты по фотографированию в темное время суток. Но надо понимать, что фотографирование в темное время суток — это не то, чем мы занимаемся постоянно. Обычные наши фотографии — это документы, это фотографии в отпуске в дневное время суток. И эти фотографии получались просто отвратительно из-за низкого разрешения. Вторая фатальная ошибка HTC, которая не позволила телефону HTC One, который во всех остальных моментах был очень хорош, не позволяла ему продаваться нормально, в общем. Следующая проблема – камера HTC One 2014 года. Во всех отношениях HTC One 2014 года был хорошим смартфоном. Металлический, с отличным экраном, с отличной производительностью. Опять же, со стереозвуком. Все в нем хорошо, но ужасная камера. И опять же, 2014 год, когда показали iPhone 6 с еще более классным фотомодулем. Galaxy S5, конкурент того времени, получил уже влагозащиту и также улучшенную камеру. Так что в общем и целом удивляться было нечему, продажи у этого смартфона были ужасными. И это был последний, наверное, гвоздик в гроб флагманских устройств от HTC. Больше денег HTC на разработку крутых, реально крутых флагманских девайсов не могла выделять из-за 3 лет подряд ужасных продаж и плохих отзывов от пользователей по поводу сначала дизайна, процессора, потом камер. И ребята решили сосредоточиться на среднебюджетных устройствах, на средненьких трубках, которые будут продаваться особо неискушенным пользователям, которые знают, что есть такой бренд HTC, что он хороший, и будут покупать такие средненькие девайсы. Но здесь они также начали допускать массу ошибок, в частности в дизайне. И вот все смартфоны с 2015 года получали какой-то невероятный дизайн. Особенный бред — это пятнистые смартфоны, которые являются на самом деле адом перфекциониста. Но даже если вы не перфекционист, то вряд ли кому-то хочется иметь телефон, который постоянно выглядит, как будто он грязный. В общем, вряд ли кому-то хотелось иметь пятнистый смартфон, и, естественно, среднебюджетные устройства тоже очень быстро вышли в тираж. Ну и последняя причина провала HTC — это, безусловно, потерянный имидж. Раньше компания HTC была компанией для среднего класса, то есть это были не премиальные устройства, даже если это были флагманы, то это были смартфоны для людей с красивой оболочкой, с нормальным ценником и всегда сделано качественно. Это были смартфоны на 4 с плюсом, очень качественные, очень хорошие, но не для самых богатых людей и далеко не для самых бедных. У каждой компании есть свой имидж и своя целевая аудитория, нужно понимать, что без этого крупной компании не существует вообще. Давайте обратим внимание на какие-либо компании. Что такое Apple? Это дорого, престижно, долговечно и плевать на вас хотели, уберем зарядное устройство, все равно купите. Samsung — это дорого, это технологично, это лучшие экраны на рынке. Xiaomi — лучшее предложение за свои деньги. Huawei — лучшие камеры в смартфонах. И отсутствие Google сервисов. Плохая шутка. HTC — теперь уже непонятно для кого. Пытались было HTC, потеряв флагманские устройства, потеряв средний бюджет, рыпнуться на площадку бюджетных устройств, но там их задавили настолько быстро, что они не успели опомниться. Потому что пока HTC пыталась сделать 4-мегапиксельные камеры, пока HTC пытались сделать пятнистые среднебюджетные смартфоны, две компании Xiaomi и Meizu полностью захватили весь бюджетный рынок. Со временем Meizu тоже подзагнулись, но сейчас Xiaomi и Honor делят этот рынок примерно пополам. Естественно, никому они отдать его не захотят, поэтому они предлагают все, что могут за небольшие деньги. Поэтому сегодня все, что может HTC, это производить смартфоны, используя самые дешевые материалы, железо, пытаясь выехать на старом имени, которое давным-давно потеряли, и продавать за 7000 рублей смартфоны, которые никому совершенно не нужны.
Я, естественно, в этом видео хотел просто рассказать вам историю компании HTC, как ее вижу я. Естественно, я не хотел никаким образом злорадствовать, потому что у меня были смартфоны компании HTC. Мне очень нравилось то, что они делают. И, в общем-то, я считаю, что HTC Sensation, который выпускался в 2010 году, я по сей день его считаю одним из самых красивых и индивидуальных смартфонов, которые вообще выходили за все время. Смартфон, который стал легендой, но который получил продолжение в виде HTC One X, который получился абсолютно безидейным и слабым со всех точек зрения. Грустно, очень грустно, и надеюсь, что HTC когда-нибудь вернется, но боюсь, что получится ровно так же, как с компанией Nokia. Кто-нибудь купит, какая-нибудь китайская компания купит HTC и начнет делать свои китайские смартфоны под брендом тайваньского производителя. Так что, пожалуй, эта компания теперь в аналах истории. А у меня на этом все, надеюсь, вам было интересно. Если так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся с вами очень скоро. Пока, друзья.